палеты, на которых стоял 3000 ГТ, горят просто гениально. И крылышки, шашлычок получается безотходное производство. Я же говорю, горит огонь, палеты, о, да? Аж страшно. Приехали компульсы с Германии. Да, инспекция. Максим, но вы его видели в какой-то серии. Делегация. Это который БМВист. Да. И Андрей, который дядя, к нам сюда. Дядя всех. С ним шутки плохи. Заходите. Да и после вас. Ого. Тут надо, тут надо перелазить. Пахнет. Все понятно. О, хороший пол, молодцы. Ну, Максимка, рассказывай. Ну что, очки сниму. Я сейчас на машину даже глядеть не буду, я посмотрю на пол, потому что я помню последний раз, когда я здесь был, все было немножечко победнее. Потому что такой бампер в этой штуке, да? Сзади. Потому что я эту машину уже где-то видел, не то что твою, но видел эту модель. Она выглядит как Феррари, только как Mitsubishi, правильно? Это не Феррари. Ну, выглядит типа, да? Это Mitsubishi. Можно попробовать. Ну, Максим. Где ты ее покупал в Германии, да? Да, это же Deutsche модель. Можно Ганскурс, это что за блак? Это Что это за краска? специальная краска Я на знаю. эпоксидной основе, Да. двухкомпонентная То для есть пола. она не пропускает ничего. Она не пропускает воду, моется водой, и Это- ее не разъедает Мне бензин. нравится именно вот такой этот. Мне нравится. Смотри, это на один слой я покрасил, потому что банка краски стоит 60 евро. Вообще-то нужно красить на 2 слоя. 2 слоя это вот это. Смотри. Осторожно, это может Не царапай пол. Видишь, вот, 2 слоя. Вот это 2 слоя. А, это намного светлее, да? Да, и она намного лучше. Влажно. Но это не мой гараж, поэтому я решил на один слой мне хватит. Так, сейчас я зазорчики проверю. Тут так, значит, Это мы просто чуть Это все твое, да? Я Машина? пойду самокат. А, мы забыли про самокат. Леха, это все от машины, да? Это все от машины. Короче, здесь у него хуй его знает, здесь у него все было. Здесь, А. смотри, здесь называется, на этом называется, Андрюха, писька-струйка. А, вот смотри, здесь уже все. Я там все почистил, там скоро будет склад запчастей. А пескоструй будет на улице в специальной. Он себе сам сделал. Только, слушай, лучше там не дышать много. Ну да. И причем это, помнишь, у нас стоял ящик его в Да, гараже? помню. Это много деталей. Это этого его, да? ящика. Ну как тебе? Молодец, Лех. Слышишь, а вот это вот справа, вот это вот все, вот это вот, откуда вот это вот все? Это я все... Вот это вот откуда все, этого же не было. Это все. Короче, система такая. Мне позвонил папа, который работает в автомастерской, в которую я его устроил. В автомастерской чувак сказал, что закрывается автомастерская. Это все, Где-то что тебе примерно, досталось? слушай, автомастерская примерно 1000 квадратных метров. Там было, по-моему, 8 подъемников. Короче, нихуя 8 подъемников. Что ты не понял, кроме вот этого тебе ничего не досталось. Мы приехали слишком поздно, подъемники забрали, инструменты забрали в тот таер, автосервис, а я успел выхватить ящик, специальные полки, стеллажи. Чтобы они на мусор не выкидывали, ты им облегчил. Ему нужно было освободить помещение. Это знаешь как похоже? Как говорится, нашли печенюшку за диваном, говорят, дай папе, собака не хочет. Леша, Сюда я сделаю столешню еще, железную столешню положу, как рабочая зона. А там у меня столешня будет для черновой работы. Ты новые лампы тоже сделал? Это лампа типа стол называется нашел. Вот, еще 3 лампы туда мне придется еще. Ну, я так понял, ты часто ходишь тихо, да? А? Часто тихо ходишь, да? Леша, объясни систему, какой у тебя плат этой машины и почему ты ее разобрал? Машину я купил давным-давно, в 2006 году. Да? Я на ней ездил, Андрюха, везде. Горя не знал, Да, Украина, Белоруссия. Да. То есть это моя первая машина в 19 лет. Ну окей. Да, 286 лошадиных сил, 19-летний пацан. Я на ней и по автобану рекорды ставил, и по полям в Германии круги мотал.
и от полицейских в Украине я на ней уезжал, и бандиты меня на ней догоняли, то есть что только не было. Окей. Потом я купил вторую машину, ее поставил в гараж и уехал работать. В Берлине она стояла. где вода пошла, да? Что-то? И, короче, были сильные дожди, и затопило машину вот так вот, Ой, вот так вот. Ага. И машина простояла где-то, наверное, месяца 3 в воде. Потому что меня не было. До этого уровня. Да, Во. да, вода не уходила, канализация была забита, и она тупо простояла. И получается, все, что под днищем, до вот этого уровня, начало, конечно же, ржаветь. Я на ней не ездил. Потом, когда я уже это увидел, вся эта ржавчина, на ней стало страшно ездить. Потому что ты же не поедешь на ней 30 км в час. Я ее привез в Испанию, поставил в гараж. Мне интересно, чувак. Слушай, я поставил гараж в Испании, она простояла. А доехал сам сюда? Да, сюда доехал. И, слушай, доехал быстро. За сколько? За 14 часов из Берлина сюда. Пролетел быстро. Поставил, и началась корона, мы не работаем, все, пандемия, все закрыто. Я листовочки распечатал, сниму ваш гараж. Я жил вот в том балконе. Я пошел по улице и на каждый такие гаражи наклеил: сниму ваш гараж, сниму ваш гараж. И один чувак мне позвонил, говорит: слушай, вот. А дворники новые? Нет. Все типа И- убрал, все отшлифовал, наверное, смотрите. И я думаю, слушай, я же ее, думаю, поставил в гараж, думаю, отремонтирую тормоза, потому что тормозов не было. Где-то тормозная трубка проржавела, и тормозуха вытекла. Ага. Я начал ее разбирать, и такой: ё-моё, какие тормоза, блядь. Она вся была просто, ну вот, если, иди сюда, я тебе покажу. Я тебе покажу дифференциал. Бензилайтинги, да? Смотри. Все лайтинги, все, вот так вот примерно. Вся машина вот так. Вот так, вот, понимаешь? Вот это. Подрамники, рычаги, все днище, все в говне. Машину давно в Германии вскрыли антигравий, это у нас унтербоденшутц. И оно, получается, влага под него пошла, и она начала вся ржаветь. Я ее полностью разобрал, Снизу, да? перевернул, сделал такой перевертыш специальный. Это я видел. Вот, ты видел, красавчик? Отшлифовал, где-то отпескоструил, сделал, покрасил. Шлифовал флексом, реально флексом, металл на металл. Да? Шлифовал щеткой. Потом вскрыл все это распыляемым герметиком, это дишмасса, которая делается, знаешь, это, ну вот если ты потрогаешь, вот здесь не так, вот это дишмасса. Она, короче, влагостойкая, и на ней грязь не липнет. Пинцелем, да? Ты... Нет, Пистолетом? я купил специальный пистолет. Короче, это специально, знаешь, как картриджи. Знаешь, Лёх, это я уже купил- все типа перегнал, да? Это уже все Я купил да? специальный пистолет, Ага. все вскрыл, потом отпескоструил все рычаги, все вот это вот. Опять же вскрыл, чтобы они не ржавели, и покрасил полиуретановой краской Юпол Раптор. Их внедорожники красят, чтобы штайн-шлак не Ну было. это уже восстановлено, типа, Да. это часть, да? Да. А здесь я ее вскрыл, понял, она здесь гладкая. А по запчастям без проблем или... Запчастей нет вообще. Вообще нет, да? Вообще нет. Запчасти есть только некоторые в Японии. Чтоб ты понимал, вот амортизатор 92 года. Снят с производства. Еще 4 года назад последние были в Дубае где-то на складе. Один амортизатор стоит 800 евро. И ты его купил? Нет. Нет. Он его Ну, ты отремонтировал. обнулевал или... Ну да, покрасил, отшлифовал. Потом я их по нему Подтёр. снимаю. Покупаю специальную насадку, потому что это газово-масляный амортизатор. Лёх, извини, Покупаю насадку и хочу туда новый газ Забыл, ну, я понял. ну да, новый газ, чтобы они нормально работали. Потому что масло внутри есть. Лёш, ты, извини, ты все эти штучки снимал, да, все лязги? Все полностью, до Это железа. я прикручивал. Это все снимал, да? Да. То есть все, что сейчас на А машине. как ты же умный парень, как ты запоминаешь, что куда и... А это такая штука называется хобби. Вот знаешь, могу взять книжку, прочитать книжку, закрываю, не знаю, что там написано. Машину разбираю, блядь, помню, сука, откуда какое крепление, где какой болтик. Ага. Понятное дело, я разлаживал, Ну и подписывал. видосики он и Ну вот это фоточки у он меня вот тоже это делал. вот, типа, я тоже угадать надо, чтобы это все так... А оно ж, это как лего.
Это как Лего, ты не можешь ее собрать по-другому. Да, некоторые запчасти, то есть немножко надо поиграться, как оно было, вспоминать. Но, знаешь, вот так вот берешь железку. Эта железка я знаю, это оттуда. Берешь железку, это я знаю, откуда железка. То есть, это Ну, получается, все лайтинги тоже снова тормозные шланги, это старые, их тут не будет, да? Ну смотри, вот этот, например, тормозной шланг, который идет по кузову к тормозному цилиндру, к АБС-блоку, это полностью я изогнул, то есть я купил новую трубу, изогнул, сделал, одел эти, как это называется? резьба. Коля, как это называется? Наконечники. Не наконечники эти. Штуцер. Штуцеры. Одел новые штуцеры и полностью новые проложил. Слушай, некоторые... Коротко перебью. Мне вот эта деталь похоже, что это стабилизатор мотора, чтобы он вот так не Нет, слушай, это крепление трубки охлаждения гидравлической жидкости. Она вот так стоит и на ней пипикалки прикручиваются. У меня еще вопрос. Эти дырки сам прокурил или они были? Это были дырки. Когда покупал машину, женщина курила, потому что машина принадлежала хозяину автосалона Mitsubishi, и на ней ездила его жена. Тепич ты почистил, правильно? Тепич я почему он остался таким жестким? Или Он такой и был. Он такой и был. Он такой и был. А еще вопрос к педалям. Это надо снять, я не смог снять, их надо высверливать. Ты Это, видел, сколько там еще резьбы на другой стороне? Там можно Конечно. реально пораниться. это в 2006 году было круто. Да. Леша, с машиной готова, какая цена, плюс-минус? Слушай, Не продается. Не, понятно, но таких машин больше нет. поэтому- смотри, думаю, в 100 с чем-то, да? Швейцарии продается трехтысячник с пробегом, по-моему, 30 тысяч. Ага. Да, его цена около 60. Окей. В Германии продается одна, но уже тюненная. Там 600 лошадей, ла-ла-ла, какой-то там стейдж. За нее хотят 65. Окей. Трехтысячник ты можешь купить сейчас за 20. Мгм. Но это будет в том состоянии, в котором я сюда заехал. Она где-то будет ржавая, она где-то, ну то есть... Клакать мотор будет. Не, Да. просто, знаешь, эти Nissan Skyline, эти старые, они, Слушай, тоже, они это- тоже по 100 стоят, вот эти вот старые машины, я знаю. А японские машины никогда не будут стоить дорого. Хорошая машина. По Skyline. Нет, Skyline. Это Из не- 90-х, типа. Смотри, возьми Porsche 92 года. Сколько стоит Porsche 92 года 911 турбо? Мартин купил за 35 с Японии, сейчас он стоит 80. 92 год. Я- Эта машина быстрее Porsche, но это Mitsubishi. Это японская машина, она не будет стоить дорого. А вот эти рейслинги из Японии, они дешевле, чем... Они дешевле, потому что рекслинка. Но там, Рай? там есть и леворульные тоже в Японии машины. Есть, которые были, ну, как бы Квартира. на импорт. Раньше, не поверишь, в 2008, в 2009 году можно было в Англии турбированную, то есть это, ты понимаешь, V6, 3-литровый мотор, 2 турбины, 4 привода, подруливание задних колес, электрическая подвеска, то есть меняет жесткость, активная аэродинамика, здесь компьютеров, то есть все, что было в 92 году, все в этой машине. Слушай, Можно было купить в Англии за 3000 фунтов. Сейчас их просто нету. То есть их все уже раскупили, такие как или я, или люди, которые понимают в машинах. А те, которые в России или в Украине, которые меня смотрят, да, машина стоит недорого. Саму машину купить недорого. Скажем там 15 тысяч долларов, да? Но содержать ее, не, ты просто, просто, смотри, 800 евро, 400 евро, датчик АБС, 280, по-моему, или 420. Вот эта вот кулиса с подшипником, она в сборе идет, тоже 280. То есть тут ценник просто вот такой. А кто тебе дает гарантию, если все соберешь, что все эти компьютеры, все эти штучки работают? Так в самом интересном, у меня же все работало. Перед То есть этим, да? у меня все работает. Перед этим все работает. Все работает, она просто ржавая. А, окей, думал, что там нюансы и будут. катализатора нет больше. Катализатор убрал, но он у Мартина на складе лежит. И все равно... Твой старый? Да, Прикольно. но он старый. Варить научился уже? Варить? Ну да, потихоньку. Дырки больше Мне не просто варишь? нужна сварка вот эта, как она называется? Тиковская сварка. Помнишь, Леша
Оспу, я ты Оспу, помнишь? Я помню, моя вторая сварка в жизни, я вот этому чуваку на BMW, Да. на BMW я варил, под машиной варил этот, такой, ой, бля, дырка, Новая дырка. новая дырка, ну, Андрюха, я сделаю. А еще, когда Мацу делали, ему клетку ставили у нас в гараже. Я ему говорю, Леша, это же клетка, чтобы ее, ну, шурупами. А он ее приварил, блядь. И потом немецкий тюф такой. Ребята, что это такое? Клетку нужно было прикрутить, а я ее приварил в одном месте, и мне не хотели давать тюф за то, что я клетку, которую нужно прикручивать, я ее приварил. Да. Немцы. Просто еще немец сказал, бля, если бы красиво приварил бы, я бы глаза закрыл бы. Но вот этот вот, знаешь, нагадил туда. Да. Смотри, видишь, багажник. Там, конечно... Лампы снутри будешь шумить? Леша, а где твой мат? Да продал я ее. Продал? Давно. Как Уже был? давно. С кефигом совсем? Да. Да. Так я ее продал за 5,5, а купил я ее за 800 евро. Мы на ней в Мюнхен ездили. Мы на ней с Дании, он приехал в Германию на ней. С клеткой, но клетка была не поставлена, а засунута вот так вот все в салон. То есть он вылезал там вот так вот из этой У меня машины. видео есть, да. Soll ich dir einen Kaffee so lange holen, solange du ausstellst? Ja, komm. So. Und denk mal, wann du 1,80 Meter bist und nicht 1,50 Meter. Ja. Wenn man 1,80 Meter ist, dann kauft man sich zwei Mazdas. Еще и без хайцинга, без обдува. Так я ехал с Копенгагена без крыши, потому что хардтоп был в Германии. Я ехал зимой в шапке, вот так вот, без крыши, без клетки. У меня тут горшок Чарлин был, плюс бобби-кар маленький, то есть шмоток набросано. Я до Германии доехал, замерз как собака. И приехал там, где осталась крыша, поставил, закинул туда клетку, не поставил, а закинул. Она у меня там торчала вот так вот. Поставил крышу, и получается, я реально, то есть вот так вот все забито, и я вот так вот, мне туда вот так вот, вот как-то вот так залазил. Я помню, на ней катался, было время, она стояла там у нас, очень как-то, пур, sehr pur. А что ты же транспорт еще был на третьей передаче заклинил? Так это у меня там и клетка была, который пополам поломался. Все вспоминаю, все эти истории. Да. У меня была жена, я работал, жена купила автобус, Fiat Ducato, точно. И, короче, я на нем отвозил батут, потому что у меня батутисты работали в одном парке. Я отвозил батут к нему, батут отвозил. Я не прыгал. Вот. И на обратной дороге уже коробка не переключала, работала только пятая передача и задняя. И я стоял в пробке с пятой передачи, трогаться на Fiat Ducato это не то. И, короче, он остановился, и у меня отвалилось левое колесо. Приехали, меня эвакуатором забрали, и на эвакуаторе поставили, поднять его хотели на подъемнике. Когда подъемник поставили, начали поднимать, и машина вот так вот клак, и пополам поломалась. И я еще 180 евро заплатил, чтобы машину утилизировали. Я из машины все вытащил, а у меня там была клетка для Mazda MX-5, крыша жесткая для Mazda MX-5, батут я у тебя оставил. По-моему, еще колеса были. Какие-то колеса. А, точно, эти OZ Суперлигеры на Mazda. Я это все оставил, это на обратном пути с Копенгагена, я вот это у них все забирал. А знаешь, кто это все организовывал, блядь? И клетку, и крышу, и Я колеса. помню эти телефонаты. Ты знаешь, кто это все организовал? Не. Я просто вспоминаю все эти разговоры, и теперь история. Оно все связано. Следующее, я планирую. Бензобак. Бум. Дифференциал. Пум. Задняя рулевая рейка. Пум. Передняя рулевая рейка. Пум. Опоры двигателя. Смотри, какие красивые. Вау, ты Мне их... новый поставил, да? Кто угадает, сколько лет Леша на резине? много. На колесах. Колеса. На дисках. Купил в 2006, да? Машина? Купил ты ее когда? В 2006, но это не те колеса.
Я же купил, когда ее купил, я поставил на нее 18-дюймовый Borbit XL, а потом я ее в 2007 разбил, побил капот, и диски пришлось продать, чтобы оплатить ремонт. И поставил обратно оригинальные. Ну не важно, 19 лет этим колесам. А, Резине, только резине. ну, в чем проблема? А хорошая континенталь. Зимние. Континенталь, хорошая резина, чё ты? На них он, по-моему, на Нюрбургринг катался. Именно на них. Да, еще на Нюрнбурге катался. Да, руль вот так вот, да-да-да-да-да-да при торможении. С Лешей так получилось, я с ним один круг проехал, и мы вылетели. И еще и бензин заканчивался, мы думали, мы не доедем. Вот это вот у меня прогулка с Лешей была на этой машине. Ничего. Unlimited. Я просто сделаю все. И тогда там... А знаешь, почему он чуть не вылетел, поехал прямо? Не так переключился? Нет, Даниэль. Даниэль меня прижал. Вот гонял. Даниэль меня прижал, я, блин, На зеленый, да? иди. На зеленый. На зеленый. Ой, я в тапок дал в повороте, а там еще и масло. Стоит знак. Осторожно. И я в тапочек, и меня... Только кизбе, да? Не, мы прямо проехали. Да, Там ну была так. вот такая штука, мы проехали прямо. Но зато мы с Лешей один раз на Мадзе сделали 360 красиво. Специально или не специально? Да, специально. Специально. Короче, поменяли в редукторе масло, все дела, на улице слегка мокро, дождь прошел. Мы выезжаем с гаража на этой Мадзе и заезжаем вот этот вот наверх к Мыльдепони, понял? С Альтебе Айнс наверх. Я. Вот, только завернули, Леша что-то дает газ и нас вот так вот, просто вот так, хоп, 300, Не-не, на мазе. 360 навстречу машины, мы так хоп и дальше поехали. Вот у меня там. Кто может, тот может. А еще на Мадзе Так, зависит от резины, да, да, один тоже. раз он ехал, мы чуть в электрический ящик с электричеством не летели. Ну так потому что ты не подсказывал. А, где вы дрифтовали? Да, Чуть- Да, мы дрифтовали, я ему давай ближе по бревнику, давай газику, он нормально. Я сел, короче, в тап, а он сел молчит мне. И я воп, задеваю, Вот столько. Будка, думаю, такой. Это нонсенс. Да, уже не, еще. Это уже вот с этой были? Нет, по-моему. Нет. Это еще в начале было. Это в начале еще, даже не начали. Мы даже ее не начали на простых делать. колесах. На простых. Интересно, Леш. А здесь у меня будет пескоструй. Зайдемте, пройдемте со Я мной. думал, ты заканчиваешь с пескоструйкой. Смотри. Вот здесь будет... Пока еще не стал? Я хочу здесь поставить дверь, поставить вытяжку, и вот тут буду я пескостроить. Дальше. Да. А там наверху будут потом Не-не-не, я, песковые я замки делать. фильтр поставлю. Я сделаю здесь специальную штуку, типа как шухляды, которую, знаешь, заезжал, и туда будет песок съезжать. Ты ее вытащил, у тебя будет песок. Но я буду, наверное, в будущем пескостроить не песком, а алюминиевой крошкой. Она создает меньше пыли и не так плохо для легких. Можешь, типа, ну, как на заказ это делать, для других тоже, да? Ну да, Так это же не хочет- это же и есть Он в планах. хочет маленькие, Дальше Алиэкспресс. маленькие члены резиновые, он хочет тут еще подгонять. Ну, из этого гаража за 100 евро аренда, ты можешь здесь еще жить, да? Ну как тебе? Так хорошо, давно пора уже было. Ну так раньше она не мешала. Когда я разбирал все это говно, оно все было в Ну, трухе. ты, можно сказать, все в говне делал тут. Это было надо первым сделать, надо было гараж подготовить, а потом машину начинать разбирать. Так бы сказал бы, знаешь кто? Леша. А грубо нет, да? Че? Грубо. Грубо. Яма. Нет. Нема. Нету, нет. Ты эту тоже еще чуть-чуть? Она не прикручена аккуратно. Не, я имею в виду чистил. Я ее попробовал, но ей нужно просто немножко. Сколько вес машины? Где-то меньше? Не. Полностью в сборе 1700. Это уже с электрическими сиденьями? Это уже с электрическим сиденьем. Вот человек, который вез правое электрическое сиденье с английской ГТО с Лондона. А я тебя разве не два привез? Ты два привез, но одно же мануальное. Я не знаю. Почему у меня... Слушай, в этой машине левое водительское электрическое сиденье, у нее там и так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. А правое обычное. А в английских машинах правое сиденье и вот так, и вот так, и вот так. И он мне привез. Слушай, по-моему, 250 фунтов. Или что-то такое. И я себе помню. Я больше Ты на мне бензин говоришь, отдал. Без проблем. Ну как, без проблем. Я Нет, просто-напросто... Перепаял ты что-нибудь? Я, получается,
от штекера, видишь, вот, Мгм. от штекера этого сиденья сделал дубляж на то. То есть оно само по себе, у него свое управление, оно двигается вперед, назад, подушка поднимается. Единственное, когда ты сидишь, вот эта вот спинка, она еще сужается, и вот здесь. Это регулируется одним джойстиком. То есть если я себе сделаю узко, то пассажир будет сидеть узко. Ой. Но можно, наверное, переключатель поменять, чтобы было левое, Ты правое. уверен, что хочешь сидя ездить? А? Так слушай, это ж А где сиденье вообще? сиденье там. Это они даже Еще, позиции. они еще в пещере. Посмотри. Изнутри тоже скрыто Скрыто. герметиком. ну, Потом я поклеил вибродемпфер. Сверху вибродемпфера я положил шумоизоляцию. А что, был шум? То есть то, что он тебе рассказывал за машину 1700, это было когда-то. Сейчас будет под 2 тонны. Ну, я... Ну что, с сиденьем, с шумоизоляцией, 50 килограмм только одного Она на 100, краски, она блядь, на 100 которую ты килограмм добавил. стала легче, потому что я всю грязь смыл. Ну хорошо, ладно. Смотри, что такое шумоизоляция? Это очень классная Давай, штука. стучи. Послушай, Стучи. слушай. Постучи по крыше. Здесь шумоизоляция, да? Да. А здесь нет. А что ты там не сделал? А туда не подлезть! Туда не подлезть. Это тут зло наклеило, и поэтому она уже так вот. Да? Да. Видишь? Сюда кефик будет? Кефик? Не-не-не, это Только оригинал. с птичкой. Я вообще, Как его, блядь? смотри, машина мечта, у меня 3 в одном. Развить YouTube, закончить машину. Если YouTube будет приносить деньги, которые я смогу просто тратить, и не тем, что я зарабатываю. Вот YouTube, я куплю себе еще одну. Хочу их полностью разобрать. И поставить себя модный Tesla X там. Нет, так какой Tesla Model X? У меня дурацкая идея, это мечта. Кузов автомобиля. Кузов автомобиля сделан на точечной сварке отдельными частями. То есть отдельно крыло, это я ее просто всю чистил. Трансформер будешь делать. Я ее хочу полностью разобрать, то есть точечную сварку рассверлить, снять каждый блок и каждый блок сделать из карбона. То есть полностью кузов, по форме кузова сделать из карбона. И она будет весить не тонну, а 300 килограмм, в 3 раза легче. Потому что когда мы будем ее фолировать? Фолировать крышу вот сейчас Коля договаривается, крыша будет черная Piano Black, а оригинальная краска красная остается, плюс сейчас должна приехать самоклеющаяся Алькантара, только не ту, которую ты заказывал, говняную из Китая. Мне привезут корейскую, хорошую. Вот. Северно-корейская. Да. А когда соберется крыша, вот это можно будет ставить панель. Панель, наверное, я оставлю Короче, как Андрюха, есть. ты уже все слышишь. Через 5 лет мы будем стоять здесь. Ну, я вот через 10 или через 5? Через 5. Леша тут, знаешь, ключ. Я просто, я рад за Лешу. Хватит. Я Идем, я тебе покажу сиденье. Типа, мне интересно, все подключишь, бля-бля-бля, Öl, водичку, и потом на метро думаешь. Конечно. Так не надо даже водичку, я мотор передвигал, как его. Что, Леша не знает, так как он еще ни одну антифриз машину вылез. Там все еще до есть. конца толком не сделал, что когда машина готова, еще Надо куча будет, проблем, а, всяких Мне доработок, его где-то почистить. течет, где-то что. Нужно Короче, поменять еще. заменники. Всё будет, Мечтать не вредно. Что меняется. Это хуевский шланг, как ты понимаешь. Ну да, это же 90-й год. Вот мои сиденья, вот моя панель, все грязное. Это надо еще Подожди, разобрать. пацанчик, где сиденье? Ну, вот задние сиденья, вот передние сиденья. я тебе же говорил. Я знаю, остаются обдрука. Я хочу это разобрать. Это Но следующее. на коже хуже, чем на... Он тебе советовал пакет одеть на сиденье? Не советую. Нет? Нет. А теперь я вам покажу тему. Теперь я покажу вам тему. Видел мой подрамник? Видел мой подрамник, да? Это оригинальный, красивый подрамник. Покажу тебе Сколько она весит, это же дело на сиденье. 30, сиденье. Да хера. 30 с чем. Как я, наверное. Я чуть тебе пупок не развязался, Ой, когда я их загружал. Смотри, я вам сейчас покажу. Ну вы видели, да? Вот мой подрамник. Это оригинальный подрамник, красивый. Вот так выглядит подрамник у других людей. Люди приезжают и говорят, я хочу турбину вот такую, я хочу лошадей вот столько. А машина, посмотри, в каком она состоянии.
Ну правильно, там все в рабочем состоянии, что ты? Ну это, бля, из говна и палок. Да. Да, из говна. А теперь смотри, люди, которым я... Очень хочу, Денис, к тебе попасть и делать свой мотор. Красивая у тебя машина. А вот этот человек, который любит свою машину. Это кастомный подрамник. Понимаешь? А от серии такого нету, да? Не. Серия вот стоит. Я это показал жене, даже жена увидела разницу. Ну это уже что-то значит, да? Вот так. Ну что? Погнали. По сигаретке или пора уже? О, так давай покурим, точно. А все эти гевинды, шраубы, ты же типа Давай сюда. новые заказывал, да, тоже? Нет. Здесь ничего нового нету. Ну как, блядь, эти шраубы не... Он химический процесс с ними делал, он их какую-то жидкость кидал. потом Короче, масло. смотри. Который можно купить в магазине. Лайн. Ляйн-Ölь. Бросаешь в ляйн-Ölь, проходит химическая реакция, и там в микронах 0,0 микрон оно вскрывается и больше не ржавеет. И все. И они как новые. То есть вот пожара, да? Да. Ну, примерно так, да, примерно так. Я пробовал вот воронение, я попробовал омеднение. Омеднение не работает, а вот воронение мне понравилось. Что, курим? Леша, что в этой машине мне больше всего нравится, это вот эти бампера, вот эти вот Lufteinlässe, Auslässe, это же оптика, наверное, да? Это аэродинамика, наверное, да? Слушай, в этой машине много отверстий, но некоторые отверстия, вот эти вот юбки, которые, они служат для пневморазгрузки. Вот сюда заходят, когда ты дверью хлопаешь, чтобы не окна выпадали, а чтобы пом, вот. Это не для аэродинамики. А это... Это штатиш от рук. Понял, это они по двери идут, да, вот эти вот? Вот это, вот здесь. Да, понял, понял. Сейчас, смотри. Ну это уже, блядь, более Феррари, да? Я бы сказал. Все люди говорят, это Феррари. Это Феррари. А это... А ну, Максим, ножки подними. Ты еще ничего не порвалось от этого, да? Не, так идешь, видишь? Ну, Ближе не подходи даже. Красиво? Красиво, да. Я тебе сейчас, Андрюха, скажу, так как я считаю себя в этой ситуации, я считаю себя более независимым и более адекватным в своих взглядах, чем Леша. Леша там, к сожалению, очень чересчур... Фанат, да? Как незаинтересованное лицо. Да, как незаинтересованное лицо. Я хочу сказать кое-что в этой машине. Я считаю, я вижу прикол, или что очень особенно в этой машине, чем пользуется на сегодняшний день все еще автомобильная индустрия, да? То есть то, что вот на сегодняшний день вот у всех новых вот этих вот длинных больших машинах, там А6, подруливание задних колес, это уже было тогда. То есть сейчас начинают использовать. Понимаешь? Потом все вот эти вот фишки, которые выезжают для аэродинамики, там спойлер сзади, спойлер спереди, внизу, там, знаешь, и там адаптивная какая-то подвеска. Это в этой машине в те времена ни в одной европейской машине где такой технический как бы ноу-хау в те времена не было. Вот. И сегодня У нас 92-го. 96-го. Разработка 89-го года. Вот. И если взять вот это все вместе как концепт, там обработка, там детали, качество там всего мотора, сам концепт за эти деньги, сколько ты получаешь, это, наверное, даже на сегодняшний день далеко не у всех машин есть. Как бы, Мне кажется, это кузов, эта машина, это уже как уникат идет. Это Олдтайм. Олдтайм не олдтайм, но очень мало их на мире есть, и с этого дня цена не падает больше. Она вырастет, цена, чуть-чуть, но она не будет дорогой. Через 10 лет этой машине Не будет. эти машины есть дешевые, но они без турбины. Здесь, Да, ты можешь купить 3-литровый мотор, у нее 160 лошадей, передний привод и все. И она не едет. Она красиво выглядит, но она не едет. Ясно. Окей. Это моя, это та, которая едет. Это типа самая Да. гроссо моторизированная. Не знаю, ли тебе рассказывал. У меня еще Deutsche модель. Очень сложно на мою машину найти запчасти, потому что у меня первая генерация машины. Все машины во всем мире, которые продавались, первая генерация, они продавались в основном в Америке. У них было столько же лошадей, но у них задние тормоза были меньше и всего лишь один тормозной цилиндр. Спереди было 2 тормозных цилиндра.
у меня, потому что Deutsche модель, потому что автобан и так дальше, у меня уже в первой генерации сзади двухпоршневая система, спереди четырехпоршневая система. Передние тормоза больше. 4 поршня спереди? Да. Ты уверен? Да, Ну-ка покажи мне сейчас. покажу. Тормоза спереди больше, тормоза спереди, сзади больше. На всех в первой генерации машины турбина девятка, крыльчатка, то есть крыльчатка, которая внутри турбины крутится, 9, грубо говоря, 9 лопастей. У меня 13. То есть 13 лопастей. То есть она уже, короче, она более крутая, так сказать. Теперь прикол. Вторая генерация, которая уже пошла без открывающих фар, потому что педестрелы, понимаешь, законы и так дальше. Эти фары здесь такие вот? Да. У второй генерации уже все то, что есть у меня. Ага. То есть как бы у второй генерации она с 96-го пошла или с 94-го года, с 96-го, рестайлинг. Вот там уже запчасти от моей машины. Но я, например, прихожу на свою машину, они мне говорят, у тебя тормоза такие. Я говорю, нет, у меня тормоза не такие. Пока ты не забьешь номер кузова и главное у немецкого дилера, который эту машину вбивает и видит, что это Deutsche модель, тогда покажутся правильные тормоза, правильные турбины, там по мотору еще маленькие эти. Короче, она давит другое давление. Вот. Давай, где там эти тормозные эти? Покажи мне один, передний. Передний? Да. Слушай, А сколько у меня на МГ стояло? У поршней? тебя на МГ У меня было 4 колодки на колесо. У на тебя одну раз, сторону. два, три. У тебя 8 поршней. 8 Да. поршней. На АМГ. У него АМГ. Когда я с ним познакомился, он говорит, у меня Mercedes AMG 55 компрессор. Я сказал, говно, 3000 ГТ быстрее. Слушай, есть... Потом мы подружились. А потом мы стали друзьями. Проблема в том, что именно в этом ящике Их много? я вчера его поднимал на место и сломал ящик. Он очень тяжелый. Туда. Вот передние, вот задние. Вот, чтобы ты понимал, в каком состоянии все это было. Это вся машина. Это что, климакомпрессор? Новые будешь покупать, да? Нельзя купить новые, нету. Опять же, проблема в том, что это со второй генерации, потому что тормозные диски больше. А как это хочешь заебать? Я не знаю еще, пока до этого Ты не сказал 4 или 3? 4. Здесь 2 поршня, а здесь 4. Раз, два, три, 4. Да что ж ты делаешь? Я думал, что это Brembo, а это Ну Sumitomo. подожди. Раз, два. Раз, два, три, 4. А у тебя в АМГ раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Потому что у тебя там было 4 колодки. Мне кажется, это двойная. Нет, это 4 поршня. Двойная это вот это. Одинарная это когда один этот и скоба. Но это от системы Brembo или от чего это? Это Sumitomo. А, Sumitomo, я понял. Да, это самая известная японская Я фирма. знаю, слышал. Ну, просто по форме они похожи на Brembo. Так это и есть Brembo, просто японская. Слушай, понимать, ты здесь каждый свободный минут здесь, да? Да тут в каждой коробке, блин, шланги. Что только тут нету. Здесь только туалета нет. Здесь только туалета нету, да? Ты каждый день здесь, да? Нет. Получается. Мне бы хотелось. К сожалению, да? К сожалению, я здесь не каждый день. Бывает, прихожу ровно на 30 минут. Что-то подготовить, чтобы потом прийти на часик и что-то опять сделать. То есть у меня появилась свободная секунда, я прибежал. Если, знаешь, А для чужих типа машину здесь подделать что-нибудь, ну, не, отремонтировать? Слышишь, а ты на Мазу тогда, по-моему, тоже отдельно крыло еще покупал, по-моему, да? Одно было какое-то полное жопе. Ты его привозил. Или дверь это была, или... По-моему, Крыло, по-моему. Сейчас потихоньку Алькантара придет и начну с багажника, чтобы вот это разобрать. Так она тоже клеющая? Да. Да. И там из мотора ничего не капает, да? Все Не. эти штуки. Мотор что? Мотор нужно, по-любому нужно менять кольца на поршнях. Это обозначает полностью мотор раздать.
Нет, так я буду его по-любому разбирать, только я еще пока не решил. Буду это делать сам или кто-то будет делать... В Молдавии есть дядька очень хороший, но он не хочет заниматься. Дядька, не дай ему этим заниматься. А что дядька не хочет? Ну потому что ему не интересно. Это стоковый мотор. Он хочет в базе оставить только все. Я же это ж стоковый а мотор. Тот чувак тюнинг любит. А я хочу оригинал. Да, ничего не потекает. Это я, блин, краном поднимал, вытекал антифриз. Антифриз Так вытек. надо собрать и чтобы потом использовать. Я же знаю, что ты масло спускаешь каждый день чуть-чуть и дома жаришь. Я же знаете. Да, жарик, точно. Вот как-то так. Леш, поставить можно где-нибудь куда-нибудь в угол? Или... Есть там дырочка секретная. Ты же свой. Смотри. Вы единственные ребята, которые у меня в гараже срали в в ведро. Не надо это снимать, у меня там Не туалет. надо? Я думаю, просмотров будет больше. Да? Ой, а где петелька? Забыли петельку. Но ничего, должно быть слышно. Короче, конец серии. Приехал опять. Пришел. Не на колесах. Посмотрим в следующем году. А ты в следующем году приедешь? Ну а что, я так Ты в подумал. прошлом году сидел, красил вот это вот. Я вот, все помню, что вот я красил. это. Я А ты, всё помню. а ты помнишь? Я помню, как мы трубу подрезали. Я все помню. Я все помню. Не трубу, а трубочку. Ну, трубочку. Труба, Будешь еще лакировать потом? Конечно. А здесь легко. Я, Я буду лакировать. Я сначала думал отдать Здесь покрасочную. здесь. Да. Я сначала думал отдать покрасочную. Но смотри, крышу я трогать не буду. Потому что крышу я хочу затянуть пиано black. Это как пиано black. Здесь нужно покрасить только... Вот это уж ничего не видно, она же вся в обвесе. Только вот эту часть, багажник и все. И пороги полностью закрыты. Нет, вот порог надо. Ну, То есть можно отполировать. этот проем я хочу покрыть. Ну, покрасить. Ну и капот надо Просто будет, поднимай, там наверное. нет Бампер, да? замка еще. Ну, капот, понятно, капот у меня там. Классный мотор у Феррари. Мне форма интересна. Это спортлайн, да? Ну, купе. Класс, класс, класс. А, Андрюха, скажи, даже базовый без турбины, да? Чувак, Прикольная мне тема. нравится вот это вот dieser oldschool Japan стайл. Ну да. Класс. А скажи мне, пожалуйста, подруливание, где оно потом Смотри, смотри, подруливается вся задняя ось. Сейчас я покажу. А как она связана с передним этим? Смотри, вот там, Когда? вот смотри, да. смотри, вот тут стабилизатор, и сверху идет рулевая рейка, которая крепится вот сюда. Вон там То специальный, есть она просто тупо тянет. вот там специальный саленблок, специальный, который может... который вот этот рычаг Шпилером вот так вот оп Да. делает. У него под рулями, по-моему, Алло. 12 градусов или 9 градусов. Вообще мало, очень мало. И получается, система выставлена так, что когда ты едешь до 40 км в час, подруливается вот так. Да? То есть, чтобы сделать разворот меньше. Когда ты едешь свыше 60, оно вот так подруливается. И машина, когда ты обгон, на ней к этому привыкать надо. Когда ты обгоняешь, получается, не вот так машина едет, а вот так. Да. Скажи, что Что, Андрюха, сегодня вечером мы посмотрим, да, что у нас в Германии есть. Ничего. Вот именно мой Deutsche модель с белыми, с белыми. Мы не хотим, как у тебя. Рейсленка in der Klasse. Das Auto als Raclenker zu Chassis. Леша, пошли уже. Хватит уже. Заебался ты. Хорошего по Еще есть 8%. А вот, Андрюха, смотри, еще тоже тема охуенная. Как вот эти шрубшлёхи, да? Ты можешь накладывать тоже на металлические, тоже Это хорошие. Bremsschlauch, да? Ну, это Bremsrohr. Ну, или Kühlwasser, или что, я не знаю. Но факт- Это от заднего стабилизатора, это это от дифференциала, это охлаждение и подача ГУР, это гидравлическая система. Зачем резину натянул? А для того, чтобы она в будущем не ржавела. Следующие 100 лет. Да. Ты же знаешь, потом он ее опять разберет, поставит туда электромотор. Нет, эту я закончу и буду на ней ездить. Поехали показывать кальпы. Что сначала, сальтибанки или... Как хотите. Давай сальтибанки. Все! Что такое?
это его... Всем спасибо за просмотр. Студия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поделитесь своими Нам друзьями. не надо лайков, ему только. Алеша, все, пошли. Вот так 40-летние дядьки развлекаются. Вот так прыгает человек, который не умеет. Да, он просто не боится. Гараж это круто, да, но батут лучше. А ну, Максим, покажи, что ты умеешь. Так, Максим тут хочет что-то показать. Ну, похоже на лягушку. Ножки наверх, попу выше. Попу выпрямляй. Вот, попу наверх. Но на спине ты прыгать не умеешь. Ну, покажи твою сальто вперед. Это ты умеешь. Вперед, сальто. Давай. Фу, блядь. 40-летние дядьки прыгают на батуте. Это вам не гайки крутить. Что-то страшно заднее, переднее. Не, боюсь. Давай это, кинь мат. Еще мат тебе На бросить. заднее мат кинь. А ну, Андрюха, на, сними, как это должно выглядеть. Оно снимает, просто... Сейчас вниз спущусь. Ну, давай. Я на не ставлю паузу, просто сниму. Максимчик, Ага, видишь, Помнишь? хорошо, подожди. Андрюха, хорошо, когда есть тренер. очень хорошо. Хороший тренер. Самый лучший тренер. Чемпион мира. А? Давай. Готов? Что ты делаешь? Заднее. Так, назад. Ты готов? Давай. Давай переднее. Сальто вперед. Готов. Можно на Олимпиаду. Чемпион мира. Дай покажу. Ребята. Покажу вам. Леш, давай. Тебе матрас подкинуть, когда будешь? Сальто назад. Вау. Да? Отсюда вот так вот. Оп. 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 Ну такая. Это когда ты умеешь контролировать. Давай один раз с окна и все. Один раз с окна. Он сейчас скаканет с окна. С сайтом или... Матом или без? А я как говорю? С матом сначала. Максим, Зальто, vorwärts. Не, а по-моему, надо спину упасть просто. Давай, один раз с матом. Самое главное, после спины ногами дотронься к стенке. Ага. Ты говори когда. Руки выпрями. Вот, и пошел. Оп, и ножками на подоконник. Оп, и ножками на подоконник. Хорошо. Ну, теперь можно и без мата. А ты не помнишь, я опять туда попадал или нет? Ну, не знаю, я не помню. Самое главное, на спине зажмись, чтобы тебя батут ровненько бросил. Давай, и туда, в окно заходи. Прям смотри в окно. И залезешь в окно. Ну, почти, Макс. Леш, покажи нам, как это делается. А? Сейчас Максим идет с сетки. Это делается вот так. Оп. Оп. Лех, я просто... Ага. Просто на этом, блядь, флик-флаг, они же это 8 метров типа делают, да, плюс-минус вот эти штучки. Максим хотел тебе вот это показать. Вот так. Ага. А до потолка ты дотянешься? Да, конечно. Я же не толкаюсь. Смотри. Дотянулся. Я помню, флик-флаг тоже, ну, номер есть, там ребята типа с высоты прыгают, так по стенке бегают. Они на этом батуте прыгали. Да. Они у меня брали в аренду этот батут Да? во флик-фляке. И на нем прыгали. У них был говняный батут. На моем хорошо, вообще-то Ну. не в окна прыгают, а на крышу. Ну да, ну там крыша, там сколько, 5 метров до вас, да? Высота дома 4,80. Всё. Ну иди прыгай. Размялся, Максим? Ага.